Покатались? Нужно и отдохнуть немного. Всем привет! Я Анна Оськина, а отдыхать мы сегодня будем на новеньком диване. Наконец-то я смогу посидеть или даже полежать. А спасибо за это можно сказать этим комментариям, оставленным вами. Мне кажется, что пора бы уже заняться мебелью и обустройством комфортного проживания куколок. Этот диван мягкий, удобный и отлично подходит куклам. Ставьте лайки, если хотите больше мебели и если вам понравился этот диванчик. И, конечно, оставляйте в комментариях новые запросы и идеи для видео. Но как же его сделать? Переходим скорее к мастер-классу. И сразу же раскрываю самый главный секрет. В основе этого дивана будут губки. Такие губки можно купить в любом супермаркете. Они мягкие, пружинистые, а если их составить в ряд, то получается очень классная сидушка или задняя часть дивана. А вот обивка дивана станет фетр. Я выбрала темно-розовый, светло-розовый и белый цвет. И первым делом объединяю губки воедино. Для этого мне понадобится кусочек картона, вырезанный по размеру этих губок. Я наношу резиновый клей на губку и приклеиваю на картон. И таким образом соединяю три губки, чтобы они не разваливались, не разлетались. Когда клей подсохнет, можно приступать к обивке. Делаю разметку прямо на фетре простым карандашом и отмеряю все размеры по размеру губок. Сейчас я не даю вам какие-то конкретные размеры, потому что губки в разных магазинах могут немножко отличаться по размеру. Поэтому измеряйте именно по тем, которые будут у вас. У меня получается разметка для обивки, которую я вырезаю ножничками. Наношу клей на край обивки и приклеиваю нижнюю часть губок, та, которая твердая на картоне. Дальше оборачиваю фетр вокруг мягкой части губок и приклеиваю обратную сторону обивки с другой стороны. Посмотрите, как я это делаю. Здесь я использую резиновый клей Момент Кристалл. Он прозрачный, его не видно, но можно использовать и желтый резиновый клей. Нужно хорошенечко надавить на место склеивания, чтобы все пристало. Теперь фетр нужно загнуть. Для этого я отрезаю лишние детали, которые будут явно мешать этому. По краям необходимо было оставить расстояние примерно 1,5-2 см, чтобы эти уголочки можно было загнуть и чтобы их не было видно, когда будет диван собран. Сбоку для более надежного крепления я просто пришиваю эти уголочки. Сначала с одной стороны, затем сшиваю уголочки с другой стороны. Посмотрите, как я это делаю и как должно получиться, и вам все станет понятно. Здесь я бы не хотела использовать клей, потому что клей при застывании становится твердым, а мне хочется, чтобы диванчик получился достаточно мягким. Когда сшила боковую часть, нужно пришить верхнюю часть к низу. Посмотрите, как я это делаю. Я просто прошиваю угол фетра и край губки. Причем я затрагиваю именно твердую часть губки, на которой нитка будет более-менее хорошо держаться. Также делаю несколько стежков и на загнутой снизу части фетра, которую я приклеила. Достаточно туго затягиваю нить, чтобы обивка была очень плотно обернута. Вот такая часть в результате должна получиться. Это нижняя часть дивана, то есть сиденье. Задняя часть, спинка, делается немножко по-другому, потому что ее больше видно. И ее будет видно по бокам. Для этого я делаю разметку на фетре и оставляю небольшие поля буквально по сантиметру, чтобы можно было закрепить. Здесь наношу клей прямо на нижнюю часть губок по всей длине спинки. Приклеиваю этот край к низу фетра и хорошенько прижимаю, надавливаю на губки, они продавливаются.
Затем карандашом отмеряю край губки и ставлю засечку на расстоянии примерно 1,5 см от этого края, на глаз. Здесь не важно, на каком расстоянии вы ее сделаете, главное не слишком близко. И делаю надрезы по этим засечкам. Посмотрите как. Наношу клей по краю фетра и приклеиваю его к обратной стороне спинки дивана. Чтобы было лучшее сцепление, я сделала несколько стежков и пришила части фетра. С другой стороны делаю то же самое. Дальше я отрезала все лишние части фетра и осталась длинная полоска шириной в длину спинки дивана. На спинку дивана, которая твердая на картоне, я наношу клей и приклеиваю этот длинный хвостик. Хорошенечко натягиваю, чтобы обивка плотно сидела на губках. Когда клей схватится, застынет, нужно отрезать лишнюю часть фетра, и спинка дивана готова. Размечаю картон для боковушек дивана. Получается, нужно склеить просто обычную коробочку. У меня размер коробочки составляет 9 на 13 сантиметров, а толщина этой коробочки 1 сантиметр. Это будут боковые ручки, а также по совместительству ножки дивана. Аккуратненько склеиваю две одинаковые коробочки для двух сторон дивана. И боковушки у меня будут обтянуты белым фетром. Кладу коробочку на лист фетра и аккуратненько обвожу карандашом, чтобы можно было вырезать по этим линиям и чтобы все точно совпадало. Отрезаю полоску фетра. Смазываю коробочку клеем. Аккуратно приклеиваю фетр, а все лишнее отрезаю. Чтобы закрыть неаккуратные боковые края, я отрезала небольшие полосочки по размеру этих боковых частей и приклеиваю эти полосочки туда. Если вдруг получается, что фетр где-то торчит, что вы отрезали слишком много, то можно обрезать это все прямо на месте, прямо на этих боковушках, после того, как клей высохнет. И еще я аккуратненько обрезаю уголочки, чтобы получились они закругленными. И делаю вторую точно такую же боковушку. Теперь нужно сделать каркас, в который и будет вставляться сиденье и спинка. Не до конца прорезаю картон, чтобы он хорошо загибался. Длина этого картона равна длине сиденья и спинки дивана. И также должны быть загнутые части. Спереди это 1,5 см, а сзади 8 см. На края картона я наклеиваю двухсторонний скотч, но также все приклеивать можно и на обычный клей. И на двухсторонний скотч приклеиваю с одной стороны светло-розовый фетр, а с другой стороны темно-розовый. То есть обклеиваю переднюю часть дивана и заднюю часть спинки. Вот так в результате получается, и эту деталь необходимо приклеить к ножкам, к боковым сторонам дивана. Наношу на эту загнутую часть клей и приклеиваю. Ну а когда клей высохнет, можно вставить сиденье и спинку дивана. Спинку я вдавливаю немножечко вниз, чтобы получилась такая красивая диванная припухлость. Вот так в результате получается. Ну и заключительный момент. Я люблю, когда все красиво со всех сторон, поэтому нижнюю часть дивана мне хочется тоже немножечко приукрасить, чтобы все выглядело аккуратно, закончено. И снизу я приклеиваю полоску фетра, которая скроет швы. И теперь моим куклам есть где отдохнуть.
после всех этих сумасшедших средств передвижения. Они накатались на гироскутере, пенниборде, велике, роликах и вообще на чем только они не катались, и пусть они немножечко передохнут. Мне кажется, им теперь только телека и попкорна не хватает. Как думаете? Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео и что вам понравился мой диванчик, что вы оценили его модель. Он очень мягкий, упругий, куколки на нем сидят очень комфортно, потому что размеры я подбирала именно под них. И мне кажется, что идея с губками тоже получилась классная. Не нужно заморачиваться по поводу, чем набить диван. Здесь все очень просто, и я уверена, что сделать и вам такой диванчик не составит труда. Поэтому ставьте лайки и жду в комментариях ваши идеи по поводу тем для следующих мастер-классов. И, возможно, именно ваша идея станет решающей. Обязательно смотрите и другие мои мастер-классы, в которых вы найдете много интересного. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, если вам понравилось это видео, и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. До новой встречи!